Всем доброго времени суток, дорогие наши друзья, любимые подписчики и гости нашего канала паранормальных блогеров. Мы рады вас вновь всех приветствовать. И сегодня у нас будет очередной разбор по косточкам. Давненько у нас не было. Да. И сегодня мы решили разобрать очень интересный и весьма загадочный, на наш взгляд, выпуск, который мы снимали в городе Санкт-Петербурге, а точнее в городе Пушкин. И этот выпуск называется «Фантом из прошлого». Ребят, кто еще не смотрел этот выпуск, мы оставим ссылку на него в закрепленном комментарии. Вы увидите его самым первым. Под этим выпуском, да. Да. Посмотрите обязательно, очень внимательно. В комментариях много тайм-кодов интересных оставили наши дорогие подписчики, Да. за что им огромная благодарность. Спасибо, ребят, большое. Спасибо, друзья. Дорогие друзья, как вы поняли, эта съемка была произведена в Баболовском парке. Там остались 3 уцелевших домика, по-моему, их было, 10. Да, 10 это штук. не суть, да. Не суть. Вот единственный, какой открытый был, мы проводили эксперименты там. Но я хочу напомнить, что эти домики строились именно для солдат увечных, которые получили вот какие-то увечья на войне. Дальше я скажу, почему нужно обратить внимание именно на этот момент. Наверное, как раз-таки мы начнем с того момента, который нас заинтересовал. Да. И давайте его посмотрим. Это 1905 и 1906. Вот так вот. Итак, друзья, и что мы с вами там увидели? Да, это был образ деда. Ну, как мы думаем, что это был образ деда. Ну, а на что это еще похоже? Ну, я не знаю, может быть, вы еще какой-то образ увидели. Вы пишите об этом в комментариях под видео. Да. Просто когда я делала монтаж этого видео, да, то есть я просматриваю там каждый кадр, да, и прочее. И вот именно на этом моменте мой взгляд упал вот в этот дверной проем, и он меня заинтересовал. Я решила сделать скриншот, и что я там увидела, да? Собственно, вот этого деда. Да, я согласна, вполне возможно, это был какой-то просто блик или еще что-то, свет так упал. Но я хочу заметить такую деталь. При приближении этого скриншота видно, что это действительно дед. А как мы знаем, что последнее время в этом домике жил дед. Это раз. И второе. Домики для увечных инвалидов, да? То есть, ну, для увечных воинов. И если приглядеться хорошенько, вот давайте еще раз посмотрим на этот скриншот. Вот как вы можете видеть, у этого деда, по всей видимости, что-то было не то с глазом. Возможно, его вообще не было. Либо вот какое-то увечье. Вот прям очертания четко видны одного глаза. Вот если с нашей стороны смотреть, это с левой стороны. А с правой стороны как будто бы глаза нет. Вот что это такое? Совпадение на совпадение, да? По сути дела, да. Я не знаю, почему родился у нас такой образ и почему, прошу прощения, мы его так увидели, но это тоже интересный артефакт, Да. я считаю.
Я, конечно, могу тоже скептически попробовать разложить. И да, версия может быть такая у многих, что так упали тени, так... Ну, это чистая случайность. Ну да. Ну, знаете, иногда случайности тоже не случайно. Вот мы уже который раз убеждаемся от выпуска к выпуску, и поэтому берут уже сомнения. Какие там случайности? Ну, просто получается так, что совпадение накладывается на совпадение, и накладывается еще на совпадение, и получается, да не, просто так свет упал. Ну, как бы тоже не очень логично, я В считаю. принципе, я понимаю, что это удобное объяснение вообще всей А мистической как же, составляющей, но я не знаю, ну хочется как бы реально разложить это все и понять. Да, посмотреть вот на это именно реалистичным взглядом, понимаете? Не то, что там скептическим или наоборот там скажет, ну как так-то, такого же не бывает. Может и не бывает, А может и бывает. а может и бывает. Ну, еще раз, что хочу сказать по поводу этого образа, который мы высмотрели, так сказать. Даже не то, что высмотрели, он бросился в глаза. Все-таки как яркое пятно такое интересное. А я уже как бы сказала, что можно на что угодно свалить. Но почему конкретно появился образ именно дедушки, вот это вот интересно. Вот ты как считаешь? Я думаю, что Именно дедушки именно и дедушки. именно с увечьем. С увечьем, да. Мы рассмотрели это так. Возможно, кто-то из вас, еще раз повторюсь, увидит какой-то другой образ. А может быть, даже не увидит. А может, Да. не увидит, потому что не всем как бы дано, ребят, увидеть что-то. Но мне кажется, Но это там невозможно не увидеть, там настолько очевидно вот этот вот скриншот и как бы вот этот образ. Ну, не знаю, друзья. Да, мы еще раз сейчас спустим эту картинку. Еще раз внимательно, пожалуйста, посмотрите этот скриншот. Да, и потихоньку перейдем к следующему моменту. А теперь, ребята, давайте перейдем к следующему моменту, который нас заинтересовал. Что же мы с вами увидели? Это образ, который проявился на Kinect-камере. Да, и что самое интересное, проявился он на печи. На печи, да. Вопрос в том, что с нами же была подписчица Олеся, которая из города Пушкин. Да, которая, собственно, и показала нам эти домики. Да. Большой привет тебе, Олеся. Привет. Да, и что самое интересное, вот она именно выделила эту комнату. По ее словам, именно от этой комнаты исходит какая-то вот странная энергетика, жуткая. От нее идут мурашки от этой комнаты. То есть не от той комнаты, где показался этот силуэт, а вот от другой, где, собственно, ничего Kinect-камера не показала. Хотя мы делали там, по-моему, 2 круга, то есть мы Да. просмотрели хорошенечко, но так ничего и не обнаружили. Да, ничего не было. Замеряли электромагнитником, тоже ничего не показала. Ну и, собственно, Kinect-камера также не откликнулась. Поэтому, ну не знаю почему. Но тем не менее, вот на печи, в той комнате, где находится вход там, в подвал, да, вот этот вот, Kinect-камера отреагировала и показала вот этот силуэт. Но почему он был на печи, я не знаю. Возможно, человек, который жил там последнее время, он был как-то привязан к этому месту. Ну, то есть я могу сделать, скажем так, 3 предположения, да, Мгм. своих. Первое это, возможно, действительно человек, который там последнее время жил, как-то контактировал с этой печью, скажем, вот любил проводить время там, топил там ее, да, постоянно, готовил на этой печи, грелся возле нее. Ну, как-то вот
проводил там время, большую часть, наверное, своего времени. Второе мое предположение – это то, что, возможно, именно вот в этой части, да, вот этого домика человек умер. Может быть, это были его последние минуты, скажем так, секунды возле этого места, именно возле этой печи. Тоже интересное предположение. Да. Ну и третье мое предположение, как бы, возможно, это вообще фантом человека, который не так давно здесь был и вполне себе по сей день жив. Просто фантом остался, как бы, и все. Может, какие-то эмоции он там испытал. Да, опять-таки, может, испугался чего-то или еще что-то. А как мы, ну вот по нашим наблюдениям, обычно Kinect-камера улавливает именно фантомы в тех местах, где были какие-то проявления, именно связанные с сильной энергетикой, с мощной, да. Ну, опять-таки, в основном мощную энергетику может уловить какое-то оборудование, когда она проявлена именно, скажем так, В в негативном, да, в негативном ключе. Да, да, да. Вот это мои предположения. Какие у тебя будут? Ну, я даже тоже соглашусь с твоими предположениями, потому что, ну, по-моему, точнее не скажешь. По поводу Kinect-камеры, ребят, у нас тоже свои, так сказать, предположения уже сложились, но они тоже не могут быть точными, естественно. Это лишь, повторюсь, предположение. Все-таки камера на что-то реагирует. Интересно. Есть у нее два момента, которые, так сказать, ну, по поводу Kinect-камеры мы обязательно еще поговорим подробнее, попробуем разобрать. Наверное, этому надо выделить. Кому, если будет интересно, мы планируем сделать стрим, и вот, собственно, там на стриме можно, да, побеседовать более подробно, то есть без проблем. Да. Интересные вот твои предположения в плане, все-таки это кухонное помещение, и в основном там проводят больше всего времени, я считаю. Ну, да. Ну, комната есть комната, она наверняка предполагалась чисто для отдыха. И, естественно, на что я хотела обратить внимание, там не было никаких труб отопления. Соответственно, это было только печное отопление. За ней приходилось постоянно следить. Соответственно, человек мог находиться там постоянно. Ну и, собственно, вот это само отапливаемое, как это назвать? Ну, вот печь, куда закладываются дрова. Да. Я не знаю, как это называется, к сожалению. Топка. Ну, пусть, да, топка. Она тоже находилась именно в этом помещении. То есть не с той стороны вот той комнаты, а вот с этой, где был силуэт. Да, поэтому наши предположения таковы, и я с твоими точно соглашусь. То есть вот все твои три, и со всеми я согласна. То есть имеют место быть. Да. Ну а сейчас, друзья, давайте перейдем плавно к следующему сюжету. Давайте. Засекаем время. Девочки, туда не ходите, там где-то вот этот сам колодец открыт. Время. А в этом сюжете нас заинтересовало то, что за мной кто-то или что-то, я не знаю, нечто стало повторять слова. То есть я сказала фразу, что нам, ну все, мы собираемся, и нам надо поставить... Да, ну нужно засечь время, да. Да. И следом за моим голосом появилась фраза «Время ждут». Время ждут. Что это вообще может быть и каким образом это все проявилось? Вот непонятный тоже момент. Но там действительно очень четко слышно «Время ждут». Кстати, хочу тоже обратить внимание, частенько в выпусках бывает такое, что на камеру кто-то за мной что-то повторяет, какое-то слово, допустим. Было такое уже неоднократно, да. Да. С чем это связано, я вот не знаю. Может быть, ты привлекаешь что-то, что хочет с тобой поговорить? Страшно. Ну, я не знаю на самом деле, что. Тоже вот какое мое предположение, да. Возможно, что-то зафонило. Не знаю, да. Микрофон там
Может быть, ты пальцем там его задела как-то. Может быть, я не знаю, там мушки летали? Вроде бы уже нет. Ну, даже если предположить, да, что-то пролетело в этот момент. Муха за мной повторила. В любом случае, опять идет вот это совпадение, вот это какая-то логика, что ли, да. Вот Таня говорит именно про время, и тут так складываются звезды, я не знаю, там, что еще, да, складывается, и тоже повторяет ту же фразу, да, то же слово. Ну, это Нет, как... не фразу, а именно Ну, слово. не фразу, да, а слово. Вот про время. Ну, объясните тогда мне, пожалуйста, как? Как вот такое может быть? Если не брать в расчет там какую-то мистику, паранормальное и прочее, вот чисто логически, как это можно объяснить? Почему такие совпадения? Откуда вообще берутся вот эти звуки Ну да. и слова, и какие-то фразы отдельные? Я тоже не могу понять. Хорошо, ладно, можно, конечно, еще раз тоже предположить, что там я пальцем где-то сдвинула, но почему именно от пальца такой вот Сложилось звук? вот Да, именно такое звук. слово. Да. Слово, фраза какая-то такая, именно такая. И... Что угодно могло там сложиться, да, в любую другую фразу, я не знаю. Да в любую, там, Да. то же самое, яблоко, трава, гребешок, лужа, что угодно. Ну почему именно в то слово, какое произнесла Таня, именно в тот момент? Ну вот, я не знаю, опять-таки эти совпадения очень странные. Да, это можно отнести на процентов 70-80, что это, ну, вот так сложилось просто какой-то шорох, стук или там пальцем задела по микрофону. Но остаются некоторые проценты, которые, ну, действительно, вот я не знаю, как объяснить. И их можно отнести как раз-таки к вот этому странному стечению обстоятельств. Мистическому стечению обстоятельств, да. Ну, у меня, в принципе, все комментарии по этому поводу заканчиваются. Я даже не знаю. Ну, я говорила, что микрофонов несколько у этой камеры. Она может уловить с любой стороны. То есть, возможно, этот звук вообще непонятно там с одной стороны или с другой стороны. С какой стороны это было, непонятно тоже. Ну да. Это не уловишь абсолютно. Но на каком-то канале это проявилось. Многоканальный звук здесь у этой камеры. Вот в этом вся фишка. Я не знаю, но если бы это был лак микрофонов, тогда бы он проявлялся постоянно. Нет, это исключено вообще. Это исключено, потому что это один раз. Да. Все, больше этого не было. Нет. Если они и есть, то они совершенно по-другому звучат. То есть нет. А это конкретно объемный звук на все микрофоны. Ну как? Как? Тогда непонятно абсолютно. Ребят, если кто-то из вас разбирается в камерах, в технике, пишите в комментариях, да, под этим видео. Пообсуждаем. Да, обсудим все моменты. Мы с удовольствием все читаем. На основании вот этого всего складывается какая-то общая картина, хотя бы по которой можно понять вообще, что происходит-то вокруг на самом деле. Ну да. Да, поэтому сложно объяснимые вещи только коллективным мнением. Больше никак их не понять больше, я считаю. Ну, конечно. Мы же тоже делаем только свои предположения. Но они могут быть абсолютно необъективными. Это чисто наше видение. Видение, да, ощущение. Да. Не вот более того. Показываем, как есть, все. Конечно. Друзья, вот я просто хочу тоже сказать, да, вы обязательно пишите свои предположения. Мы не можем знать всего на 100%, да? Конечно. Ни в чем мы не можем быть уверены на 100%. То есть может произойти какая-то ситуация, которая нам показалась, странной, удивительной, да? Мистической, но она как может быть мистической, так она может быть и вполне себе обыденной, логической. Поэтому мы никогда не можем сказать на 100%, что да, вот у нас в роликах присутствует мистика. Или же наоборот, не присутствует ее, да. То есть мы можем делать просто какие-то предположения. Поэтому мы очень просим таких комментаторов,
У нас все прекрасные подписчики, все, кто с нами, вы все замечательные, и мы вас безумно любим. Но есть такие комментаторы, допустим, из 400 комментариев обязательно найдется 3-4 комментария. Это 100% божья коровка, это 100% звезда сверкнула, не знаю, там пылесос кто-то включил, перфоратор, утка там пролетела, я не знаю, что угодно они скажут. Но они на 100% уверены, что они правы. Друзья, вы также не можете быть на 100% уверены, вы там не были. И на 100% вы не можете сказать, что это именно так. Если вы будете делать предположения и высказывать свои предположения в наших комментариях, мы будем только благодарны. Ну, пожалуйста, ребят, Не делайте нужно убеждать это, нас. Да, делайте это, пожалуйста, корректно. Это как бы нормально будет воспринято, и мы можем с вами продолжить диалог, Конечно. дискуссию. А вы же пытаетесь нас убедить. В чем? В том, что мы и сами не знаем. Ну, как бы... Ну, это неправильно. Да, это некорректно. поэтому прежде чем написать комментарий, сначала либо подумайте, либо не пишите его вообще. Это я сейчас говорю конкретно тем диванным экспертам, которые, простите, да, но такие есть. К счастью, их слишком мало, и это прекрасно. А вам вы... тоже большой привет. Мы Да. очень рады, что вы нам А пишете. вы, дорогие наши подписчики, мы вас безумно любим. Мы ценим каждый ваш комментарий. Мы ценим каждый раз, когда вы нас смотрите, лайкаете. Потому что вот все подписчики, которые собрались у нас на канале, да, многие нам говорят, вы долго там набираете, за это время там гораздо больше у людей собирается подписчиков, но вы собраны нашими руками, нашими стараниями, нашим, понимаете, энтузиазмом, так сказать. Вы все живые души, вы все живые души. За это время, может, кто-то набирает там по 100 тысяч и больше, да, но неизвестно, как они их набирают, и живые ли там души в основном. А у нас все только живые, понимаете, вы все с нами, и вы все у нас вот здесь. В сердце, Поэтому в разуме, мы в вас душе. очень ценим, безумно любим. Так что, друзья, и каждый ваш комментарий нам очень ценен. Поэтому давайте рассуждать, а к какому-то общему знаменателю. Да, мы обязательно придем. Когда-нибудь, я Когда-нибудь надеюсь, придём. очень надеюсь, потому Да. что это интересно, но тема на самом деле животрепещущая. И если ты не можешь это разглядеть своими собственными глазами, пощупать собственными руками, это непонятно, это необъяснимо, естественно, но какие-то выводы хочется сделать и понять вот когда это ты занимаешься этим каждый раз, к чему-то ты все равно приходишь, хотя бы к чему-то. Конечно. Вот, особенно я хочу сказать по поводу эгоев. Вот Да. каким-то определенным выводом я уже пришла, занимаясь этим 3 года. Причем занимаясь этим прямым методом транскоммуникации. Об этом чуть-чуть. Мы обязательно об этом поговорим попозже, и, возможно, даже не в этом выпуске, а опять-таки на стриме. Но, тем не менее, об этом стоит поговорить, потому что Много вопросов, кстати, очень много возникает. вопросов, и действительно начинают появляться некоторые ответы, которые нас удивляют, но, тем не менее, мы уже начинаем понимать, что это и как. Ну, а сейчас, наверное, стоит продолжить дальше и перейдем к следующему сюжету. Да, поехали. Поехали. Ребята, сейчас мы перейдем к моментам, которые нас заинтересовали. Это то, что было на ночной камере ночного видения. Ну да, и как вы сейчас в сюжете увидели,
это постоянная активность орбов, да? Ну, орбов или еще чего-то, я не знаю, что это такое, какие-то частицы. Ну, давайте с вами вместе разберемся, да, Давайте что это может быть. порассуждаем, да. И немножко себе здесь законспектили. Вот, кстати, говорят, да, там, когда мы только ушли, вот эти вот частицы, они могли, ну, можно там списать на пыль, да? Ну, да, вот давайте начнем с того, что была очень повышенная активность Да. в самом начале. Естественно, мы пока ушли, мы Могли немножко- поднять эту мы пыль, могли, да. мы могли поднять пыль. Это само собой. То есть этого исключать нельзя. Это в любом случае так и было. Ну, дальше что происходило? Давай по тайм-кодам просто пройдемся, Ну какие нас да. заинтересовали. Даже больше не пыль, не орбы, а вот именно какие-то такие странные моменты. Я могу только сказать одно. Вот на протяжении всей съемки, а сколько ее там было? Час. Час-то точно она шла, да? Ну, час мы там Ну, засняли около примерно. того. И вот на протяжении всего этого времени, ну, как бы вот это все летало. Причем очень странным образом, я хочу заметить, то снизу вверх, то откуда-то из стены вылетает и снова в стену, вот да? да, я заметила такой момент, было где-то, это надо просто следить за каждым Ну да. объектом. Но я проследила, были такие моменты, что они пролетали и сквозь, ну, в стену врезались, исчезали, и потом снова появлялись из Мгм. стены. То есть вот это вот необъяснимый момент. Это как вообще можно? На что это можно списать? Вот мне объясните, пожалуйста. Я пока не могу это объяснить, честно. Вот ты можешь это объяснить? Ну нет, я могу только сказать, что это не пыль. Пыль А врезалась что и прошла сквозь стену? Ну, наверное. Нет. Мне кажется, Вот это такая вот пыль. волшебная пыль. Волшебная питерская пыль. Пыль Софии. О, да. Ну и, наверное, перейдем к тайм-кодам, да, вот первый, который у нас там был отмечен, это стук рядом с камерой в доме. Давайте его послушаем. Давайте. Опять-таки, друзья, вот что это могло быть рядом с камерой? Там не было никаких предметов, ну, В- таких, чтобы что-то могло упасть, Да, да? в доме было абсолютно тепло. Ну, Несмотря там, на да. погоду, которая творилась там на улице, хотя ветра не было, это раз. Единственное, была... Нет, ну было достаточно тепло, но был туман. Ну, Тум- так сыро было, да. Ну, на минуточку, мы когда вышли из дома, туман вообще рассеялся полностью. Да, он на какой-то момент там был. Но я не знаю, возможно, эта погода характерна для вот питерских условий, так сказать, да. Возможно, да. Но в любом случае в домике было сухо и очень-очень жарко. Я бы даже сказала, реально жарко, а не тепло. Ну вот, и поэтому что-то... Ну вот что это мог быть за стук? Это тоже опять-таки интересно. И... Кстати, хочу заметить, ты еще так сказала, что в выпуске это было. Света заметила так тепло, как будто печь затопили. Ну да, да, Интересно, что как будто реально там топили печь. На печи был силуэт, да, На печи был отобразился. Опять-таки слишком много каких-то вот этих вот активных проявлений было в этой комнате, где, собственно, стояла печь. И было очень жарко. Я не знаю, когда мы только туда зашли, душно, душно. вот прям было. сразу стало как-то душно. Хотя, ну, как бы, а что там? Дверь открыта. Ну, я не знаю. Но, тем не менее, да, это очень удивительно. Ну, конечно, это может быть потому, что очень толстые стены дома, вот это вот, он же сделан из Бетонита. бетонита, да, и вот этот бетонит, это вот эти вот плиты вот такие вот, они, ну, стены там действительно очень толстые, и, скорее всего, за все время, сколько прогревало, например, солнце, да, там днем, это вот тепло, оно накопило в себе вот это вот, ну, то есть вот этот бетонит, он в себе накопил тепло, и как бы теперь он отдает это тепло в дом. Возможно, и такое.
Но сейчас как бы суть не в этом, а в том, что вот этот стук, да, давайте к нему вернемся. Опять-таки, что это могло быть? Я не знаю. Вот если рассуждать чисто логически, ну, я бы могла подумать, что что-то упало. Но упасть там совершенно нечему. А, там ничто нигде не лежало, ничто нигде не висело. То есть, А звук был рядом с камерой. да, он был рядом, и он был действительно четкий. Ну, непонятно, что это могло. Если бы был какой-то щелчок, да, но характерный, да, допустим, для пластиковой бутылки, тогда бы, да, тогда можно было бы подумать, что, ну, там от перепадов каких-то температур щелкнула бутылка. Хотя какие перепады температур, там она, в принципе, постоянно. Люди туда... Ну, мы туда заходили, там ты выходили, имеешь в как виду бы, это? да, вот могло, но это не щелчок был, это просто был стук. Это стук был не пластиковой бутылки, нет. Ну, возможно, что-то съехало, пока мы там ходили, может быть, что-то, не знаю, там... Хорошо, давайте это спишем, да, действительно, давайте, на что-то более логическое, потому что, да, действительно, мы там ходили, мы там могли что-то... Потревожили половицы вот эти Да, деревянные. что-то съехало, что-то и упало в какой-то момент. Ну, неизвестно что, может быть, мы что-то просмотрели, да, и оно могло упасть. Дедушка упал. От Да. того, что мы там появились. Ну и давайте перейдем к следующему тайм-коду. Это так. Камера постоянно вертится и на что-то реагирует. Ну да, об этом мы уже говорили. Свет, вот я хотела, кстати, обратить на это внимание. Ребят, по поводу камеры ночного видения. Странное поведение ее вообще нам непонятно. Непонятно, почему она так себя вела. По поводу таймера, но это мы чуть-чуть позднее разберем. Обязательно об этом поговорим. Так. Да, но я думаю, что о том, что пыль и прочее, как она реагирует. На кстати, пыль она да, не реагирует, на пыль друзья. она не реагирует, на насекомых тоже не реагирует, иначе, ну, для чего она, это вообще камера, в принципе, Ну, нужна да. тогда. Если она будет реагировать на каждую пылинку, на каждую былинку и на ту же самую там божью коровку. Нет, конечно. Нет. И вот следующий интересный момент – это голос. Голос, опять-таки, получился так складно, да, что произношение было, ну, как бы это сказать, когда вот уже это же не разбор, это не фэк, да, это опять-таки на... То, что проявилось вот конкретно на микрофоне, да. на тишине, то есть белый шум. По Мгм. сути, и вот именно там записался вот этот вот голос, и произнес он такую фразу: «Я не боюсь, уходите». Это на 35-й минуте 38-й секунде. Если кому интересно, Ну, сейчас мы его просмотрим. да, Давайте. давайте вместе просмотрим. И вот опять-таки, друзья, что бы могла значить эта фраза? «Я не боюсь, уходите». Ну, я не знаю, может быть, это относится к каким-то уже прошедшим, да, событиям. Мне кажется, да, это ближе Не к... обязательно это к нам какое-то обращение, а именно, ну, мало ли, да, там же эти домики находились и в годы Войну, Великой Отечественной войны, может быть, эти отголоски звучат оттуда, да, не знаем точно, но проявление было. Решать вам, просто это сложился так шум, либо действительно были голоса, не знаю, но вот что имеем, то вам и показываем. Давайте перейдем к следующему тайм-коду. И вот тоже интересно, да. 36-17? Да, давайте его сначала прослушаем, посмотрим.
Здесь мы услышали шаркающие шаги и фразу «простите меня», и снова шаги Да. были какие-то. Ну давайте как бы опять-таки сопоставим те факты, что там в последнее время жил дедушка. Шаркающие шаги. Ну, естественно, это можно сопоставить, и, само собой, эти шаги можно отнести именно к этому дедушке. Я не знаю, конечно, насколько это правда и насколько это реальность, но опять-таки совпадение. Ну вот именно, я и говорю, совпадений слишком много, чтобы назвать их простыми совпадениями, да? Ну и потом, вот эта фраза «простите меня», Ну, это тоже очень... может быть, серьезно, это было Интересно. сказано в тот момент когда как бы умирал, главного, да, ухода его, я так предположу. может быть. Ну как еще можно, в принципе, объяснить вот такие фразы, которые возникают и которые четко слышатся в наушниках? Ребят, вы просто это послушайте в наушниках. Да, это не услышишь и не разберешь, если смотреть просто без наушников и через обычные динамики. Это даже порой через наушники сложно услышать с первого раза. Прислушиваться приходится, поэтому Ну, все зависит от качества, как бы, и и от восприятия, от восприятия, да, да. конечно. это во многом очень сильно влияет. Так что я с тобой, наверное, соглашусь, Это что опять-таки не случайная случайность. И очень похоже, вот это проявление очень похоже на то, что все-таки оно как-то связано с связано последним. с последним же, да, обитателем этого домика. Но все-таки как бы последние обитатели, они, как ни говори, сколько они там проживают, они оставляют очень сильную энергетику у здания. Тем более такой домик, это не квартирный дом, да, и Да. все-таки там жила небольшая семья, естественно, вот осталась эта энергетика. Ну, как бы последнее время там даже не семья жила, а один дедушка. Вот даже один дедушка, да, об этом Да. нам Олеся сказала, Да. да, это я помню. Поэтому можно сделать такие выводы, да, вполне. Ну и эти шаркающие шаги, ну к чему еще это? Ну, я не знаю. В том-то и дело, там что могло шаркать? Ветра не было, сквозняков не было. Нет. Даже если бы был ветер и сквозняки, там шаркать нечему было. Тоже такую деталь замечу. Ну, Олеся-то была с нами, она прекрасно это может подтвердить и сказать, что мы были далеко, поотдали от этих домиков, и там нас слышно не было. Мы стояли молча, тихо и не двигались. Ну, это да. Нас-то в любом случае не было бы слышно, даже если бы мы стояли громко и не тихо. Нас бы все равно не было слышно, так как у камеры ночного видения не такой хороший микрофон. И даже если бы мы просто вот вышли к домику, а не уходили бы далеко от него, все равно бы нас не было слышно. Но мы ради, так сказать, чтобы самим было спокойно, да, для чистого эксперимента мы действительно от него просто подальше отошли. Но опять-таки, возвращаясь к нашим баранам, так сказать, вот эти шорохи, вот эти шаги по дому, я не знаю, к чему это можно отнести. Опять-таки, животных там, это нереально, но мы бы увидели. Да и как они откроют эти двери и зайдут туда? Нет. Крыс, мышей там нет, друзья. Абсолютно изолированное здание. Вот чисто именно. даже со слуховой точки зрения, вот мы зашли там, Нет. как будто мы оказались вот просто в изоляции. В вакууме, да. да. Там вообще абсолютно Если тихо. они и могут обитать, они, может быть, там в подвале, но не в домике, там делать им нечего, там ни еды, ничего нет. Да и, вы знаете, их жизнедеятельность, да, была бы видна. Но нет. Поэтому исключить это тоже можно. И опять-таки, хорошо, какие-то характерные были бы шорохи. Были бы характерные какие-то там цок-цок-цок там пробежал, чувствуется, что это... А это шаги человеческие. Как, простите меня, даже самая огромная крыса может пройтись, как человек. Вы когда-нибудь такое слышали? Мы бы хотя бы и увидели бы. Пусть не увидели. Я опять-таки хочу сказать, даже те же самые, вот по звуку, неужели нельзя отличить крысу от человека, от человеческих шагов?
Ну, простите меня, я не знаю ни одну крысу, ни с одной крысой, простите, не знакома, к счастью, которая бы ходила как человек. Но если вы знаете, пишите в комментариях. Мы с удовольствием бы с ней познакомились. Будем благодарны. Да, это очень интересно. Но, тем не менее, нет, я такого не знаю, вот правда. Поэтому какие-то вот эти эффекты звуковые, от чего они еще могли быть? Я не знаю, тоже мне сложно предположить вообще, что это могло быть. Я очень, в принципе, была удивлена всей вот этой вот съемки, Ну да, которая всем происходила. проявлением Да, вот этим. ну, Да. очень активно, и объяснения мало, Мгм. честно. Ну, я больше здесь склоняюсь все-таки именно к проявлениям каким-то, чем это можно объяснить И логически. это один из самых загадочных выпусков. И вот эта вот съемка, Ночного, вот эта да, съемка, да, видимо. ночной камерой, Да, очень загадочная. Нам много там чего не понять да. до сих пор. Итак, друзья, ну а сейчас давайте посмотрим следующий фрагмент видео. И вот снова шаги и шепот, да. Но прежде чем сейчас мы скажем по поводу шепота, я бы хотела обратить внимание на то, что вот смотрите, снова шаги. То есть эти шаги, они практически были, ну, они очень часто звучали на протяжении всей записи, всей съемки ночного видения. Что самое интересное, вот именно в этот момент, когда прозвучали шаги, они как-то так именно даже прошли мимо камеры, прям вот даже когда в наушниках слушаешь, слышно, что вот они как-то стерео такое из, допустим, справа, да, получается, налево. И камера среагировала на эти шаги, и она повернулась. Вот что самое интересное. Да, Да? вопрос, на что она среагировала, серьезно? Вот на что она могла среагировать? Опять-таки, значит, это было что-то, что даже не смогла увидеть камера, но как бы она распознала, но на
изображения мы этого не увидели. Тоже хочу обратить внимание, камера стояла, и в видеосъемке, если вы внимательно смотрели, можно заметить, что оба наших телефона, которые, собственно, Да, находились там, их видно. да. В какой-то момент она повернулась максимально, по-моему, налево, и на подоконнике, где лежали наши телефоны, их видно. То есть можно проследить это. Мы их с собой не брали. Да как их можно вообще взять, когда камера без телефонов не работает? Один из телефонов выступает в роли маршрутизатора. Ну, то есть, вот простыми словами говоря, есть у вас, допустим, сейчас у многих есть Wi-Fi роутер, который Передает. передает данные, ну, интернет-данные. Вот, соответственно, один телефон работает таким образом, больше он никак на работу не Да. влияет, а второй телефон это, собственно, сама станция, куда передаются все эти данные с камеры. То есть она подсоединяется непосредственно к телефону при помощи вот этого Wi-Fi, который с первого телефона. Да. И если хоть один телефон друг от друга, скажем так, отнести, да, куда-то, не знаю, метра на 2 подальше, да, все, получается сбой. Камера работать не будет. Ну, то есть Никакого воспроизведения, никаких передач данных. Просто будет сбой. Камера возьмет и отключится. Да, то есть Всё. ее надо отнести. Тем более бетонит, я не знаю, какая у него проводимость Ну, вот там, этих наверное, вот вообще волн. никакой. И Да. поэтому, если отнести реально один телефон подальше от другого, то сбой будет неминуем. Именно. Поэтому все вот доводы, которые у вас могут закрасться в голове, что это там каким-то образом мы можем управлять, мы не можем этим управлять. Потому что если бы мы только один телефон от другого, ну как-то, как сказать, на какое-то расстояние отнесли, все, камера дала бы сбой и перестала бы записывать. Это нереально, это невозможно. Поэтому мы сейчас ищем, уже нашли, так сказать, другой вариант камеры, поэтому, ну, дальше мы об этом тоже скажем. Так что, на что она среагировала, мы так и не знаем. не знаем. Опять-таки, возвращаясь к этим шагам, это тоже очень странный вот такой момент, необъяснимый. Я не знаю, что это за шаги такие, но полное ощущение того, что в доме кто-то есть. Да, такой очень живой дом. Очень абсолютно, живой да. дом. Мгм. Именно, понимаете, как показывает вот именно камера ночного видения, присутствие там действительно какое-то есть. По крайней мере, то это, вот если обратить внимание, как себя ведет эта камера, да, она постоянно то вправо, то влево, то ее постоянно кто-то притормаживает, такое ощущение, как будто бы ее прям даже придерживают. Вот она начинает поворачиваться, а ей не дают вот повернуться, и вот этот вот прям жесткий такой хруст стоит, вот она прям жужжит так через силу. Не знаю, такого у нас еще нигде не было. Ну, один раз было такое в туннеле, но это было один раз, да? Один раз. А здесь постоянно. Но это тоже очень удивительно, и я не знаю, как это объяснить. Ну, кроме как какое-то необъяснимое вот это проявление, по-другому здесь я уже даже не знаю, как логически это объяснить. Там наверняка что-то присутствует. И это что-то... Вот ваше предположение, друзья, что это может быть? Кто там живет, что там живет? Я бы могла это, допустим, списать, знаешь, на что еще? Вот, например, если бы там какая-то проходила линия электропередач, там мощная какая-нибудь. Ну, нет, И это да, это парк. были бы какие-то сбои. Нет, я просто говорю, я бы могла на это списать. Но там ничего нет. Ну а каким образом, влияет вообще на съемку, например, та же Может, линия сбой электропередач? какой-то произошел. Но опять-таки я говорю, ну можно было бы еще как-то на это скостить. Здесь же не на что, потому что там ни проводов, никаких линий не проходят. Сам домик уже 100 лет как отключен от всего там, от электричества и прочее.
Нет, Друзья, я не знаю. это исключено. Исключено, я, да. я сразу говорю, что это исключено, потому что даже просто, проще говоря, наши дома, в которых мы живем, они опутаны электросети. Мгм. И этих сетей очень много. Достаточно много, и тогда бы они также влияли на камеру. Но мы ее уже сколько раз тестировали в своей же квартире, сколько тестировали в других квартирах. Бесполезно, все нормально, все хорошо, все замечательно. Но почему же здесь В такое таких вот? местах вот именно она как-то странно себя проявляет. Ну, к этому вопросу мы чуть-чуть Ну, попозже еще вернёмся, перейдем, да, вернемся. И вот как раз после этих шагов последовал какой-то вот шепот, который сложился в слово «уходи» или «уходите». Да? Ну вот тоже как бы к чему это можно отнести. Может быть, кто-то там как бы невидимый ходил по дому, и его вот это беспокоило, что там стоит камера, что за ними там наблюдают, да, каким-то образом. И вот поэтому он там шепчет «уходите». Не знаю, можно это и так рассудить. Ну, Либо это из прошлого также. может быть, какой-то фантомный голос, либо это снова какие-то, не знаю, шорохи так сложились. Но опять очень интересно, и ну, на этот вопрос очень сложно ответить, Я думаю, что это мышь в дедушкиных ботинках. которых не было, фантомных, да. Да. Скорее всего. Давайте, что, да, да. давайте будем думать так. Пусть Да. будет так. А пока мы так думаем, давайте перейдем к следующему моменту. Итак, друзья, вот снова мы здесь законспектировали то, что сейчас вы просмотрели. 40 минут 20 секунд. Да? Там, да, отчетливые шаги, и снова опять шаги, и снова шаги, друзья. Я уже не знаю, Кто там входил-то вообще? что за крыса такая там заходилась на двух ногах в ботинках, я не знаю. Значит, отчетливые шаги и мужской голос. И вот это самое интересное. Если это как-то сложились опять шумы и шорохи и прочее, то это тоже очень странно, потому что здесь прям целое предложение. Ну что, готов? Готов ли ты меня убить, Рудик? Кто такой Рудик и почему он должен был кого-то там убить? Вот это тоже очень интересно и странно. Но я думаю, вот мое предположение, да, что это опять-таки какое-то фантомное проявление из прошлого. И, скорее всего, из далекого прошлого, вот в Великую Отечественную войну. Потому как Рудик, что это за имя вообще? И, ну, русское ли оно? Рудик. Рудик. Действительно, а что это за имя? Полное хочется вот узнать. Может быть, Рудольф. Рудольф. Вот Рудольф вполне возможно. Но это скорее какое-то немецкое имя, да? Ну, я не знаю, но предположительно, да. Поэтому у меня такое вот сложилось впечатление, что это со времен войны. Угу. Рудик, Рудольф. Кто Ну, еще? ну вообще эти домики, они пережили 2 войны. Ну да. Да. Да, То по есть, идее, да. Но все-таки, мне кажется, это вот больше отголоски именно Великой Отечественной, так как там слишком много было убийств, геноцида вот этого, и до сих пор там вот на этой земле, в этом месте, где находится этот парк, по сей день там, ну, он на костях просто. Вот. Поэтому, скорее всего, это вот такие фантомные отголоски, которые вот, собственно, проявляются периодически.
шуме. Вероятно, да. Но мы пока не нашли более логического объяснения этому, поэтому наше предположение именно таково, Да. что это именно фантомные голоса Да, из поэтому прошлого. ваше предположение мы тоже хотим слышать, поэтому обязательно пишите в комментариях. Мы очень-очень этого ждем. Ну а мы переходим к следующему моменту. Друзья, и вот снова какой-то странный эпизод, да, когда мы видим, как сдвинули камеру. Ну, действительно, это очевидно, это не какой-то сбой, это снова не скачок в каких-то кадрах, это очевидно просто кто-то как будто бы тронул камеру, потому что она как-то даже вверх подпрыгнула, вот так это видно. Я, конечно, могу еще раз, давайте посмотрим в замедленном действии, да, это будет очень хорошо видно. Давайте еще раз посмотрим, попробую замедлить. Ну хорошо, я могу сделать такое предположение, что, возможно, там никто ее не потрогал, а просто сдвинулась половица, потому что деревянные полы. Может быть Ну быть да. и такое. Воздействие температур тут исключено. Опять-таки, я повторяюсь, что мы уже говорили на эту тему, что температура там постоянная, там Мгм. очень тепло. Да. Ну не могло быть, сквозняков там как таковых не было. Ну хорошо, пусть будет, допустим, половица. Но я что-то даже все равно сомневаюсь. Но это... Но мы видели, как там лежат половицы, да? Ну, Они там даже не скрипят. они сделаны на совесть, друзья. Вы Там хоть прям раз, да, Четко. раньше делали очень хорошо, тем более в военные годы. Это не военные даже годы, это раньше. Это считай. даже раньше делалось. Да, Тем это более, то такие- есть на века. Представляете, это При сколько... императорской вот это все было, так сказать, на императорском контроле стояло. Ну, надо думать. Да, тем более Конечно. даже по проекту Какой какого архитектора. Да. То есть, понимаете, настолько все серьезно и продумано. Да. Поэтому, и тем более до сих дней как бы это все дожило в целости и сохранности, что удивительно. Вот его сейчас убери, да, прибери, там, не знаю, сделай ремонт, Абсолютно. и Так можно погоди. жить. Так погоди, эти дома были обитаемы до 2000, Ну, начало, да, нулевых. 2010, Не по-моему, знаю, последний... не помню. Да. Лесенька, уточни, пожалуйста, да, потому что... В комментариях, Что-то я Олесь, тоже забыла. пожалуйста, да, мы забыли. Вот мы просто по ходу рассуждаем, вспоминаем какие-то моменты. Мгм. И да, там действительно, ну, они не так давно были покинуты людьми. А там, Относительно. а там ни трещинки, ни задоринки никакой, ничего нет. Ничего. Абсолютно Поэтому, шикарное качество, да. Поэтому и... поэтому и вопрос к этому. Кто вообще, как так получилось, что камера сдвинулась? По какой такой причине? Ну хорошо, Да, это пусть будут удивительно. половицы, да. Оставим пусть. эту версию, да. Да. Ну что, а теперь, наверное, перейдем к одному моменту, про который нам сказал Написал в комментарии, да, наш подписчик. Серега Голубев. Вот он, кстати говоря, заметил про скачки таймера на камере ночного видения. Вот здесь у нас у самих вопрос, причем Мгм. очень большой. Ну, я бы хотела как бы начать с того, что камера стала себя вести странно с того момента, когда мы начали снимать наши выпуски на Арском кладбище. Да. Это у нас еще выпуски называются «Призрак аллеи Икс». Это даже не первые съемки на Арском, Это не это пер- вот конкретно Это вот конкретно называется... первый раз, когда мы стали ставить камеру на кладбище. Да, на кладбище. Да. То есть вот после этого какие-то пошли непонятные резонансные работы ее. Вот Да. это вообще мы пытались это понять, тестировали ее много раз, сделали то же самое при тех же условиях на улице, дома.
Никакого результата. Нет. Камера исправно работала. Абсолютно. Таймер абсолютно отсчитывает все так, как надо. Ну, сейчас немножко поясню. Видеоряд, ну, через какое-то время, то есть мы уходили, оставляли камеру, и через какое-то время, спустя какой-то промежуток... Ну, пусть даже 5 минут, может, меньше, да. Да, Ну, мы там не грубо засекали, но это не суть. Но камера начинала работать так. Дорожка записывалась в нормальном режиме, то есть звук, как обычно, шел. А сам видеоряд, он был сжат, то есть ускорен. ускорил, да. Я не знаю, как бы мы не проверяли, с какой скоростью, это сложно отследить, это На надо... таймере очень хорошо видно. Мы сначала же с тобой подумали, что это сбоит камера. Что такое? Мы испугались. И почему, собственно, у нас и получилось с тобой 2 выпуска Аллеи X, потому Да, что причём- второй раз мы пришли уже полностью уверены, что все в порядке с камерой. Потому что мы ее дома проверили, да, протестировали, да. Поэтому мы вернулись второй раз на Аллею X, снова поставили. И результат был тот же. Да. Да. Ребят, если кто-то не смотрел этот выпуск, «Призрак Аллеи X» и... Первая и вторая часть. Первая и вторая часть, да, там 2 части, посмотрите, во Да. вкладке видео можно все увидеть. И как бы нам это показалось очень странным. Проверяли мы несколько раз. С чем связана такая работа этой камеры, нам непонятно до сих пор. Поэтому еще раз вернусь к этому вопросу, что мы решили как бы усовершенствовать наше оборудование, решили прикупить, получше камеру, которая не зависит, во-первых, от телефона, никак вообще абсолютно, то есть чтобы она была именно стационарная. Она не подключается, да, ни к телефону, ничего это Ни не к- нужно. Нет, ничего абсолютно. Да. То есть это абсолютно самостоятельная камера, Самостоятельная. которую можно оставить, уйти, допустим, где-то на час и Да. получить какие-то результаты. Мы ее тоже протестируем, обязательно о ней подробнее расскажем. Ну, как-то так. Поэтому... Но эту камеру мы выводить из съемок мы не будем. Нет, она мы тоже будем очень использовать. Тоже интересна. интересно, потому что у той камеры, которую мы приобрели на данный момент, новую модель, у нее нет вот этой функции, как у этой камеры, которая реагирует на движение. То Ну есть да, она там нам не это- вертится вот так, да. Да, нам интересно именно тоже это, что так воздействует на камеру и на что она конкретно реагирует. Хочется узнать поподробнее и понять. Но в любом случае, друзья, я вот хочу дополнить, да, вот мы смотрим, как она работает. Мы смотрим, как она снимает порой на той локации или иной локации. При том, что мы еще тестируем ее дома, пробуем и прочее, она везде работает. Ну, то есть как по-разному, я бы не сказала. Где нет какого-то вот проявления, да, дома, например, она работает абсолютно нормально. В хорошем, нормальном, обычном режиме. Но стоит прийти на кладбище или куда-то еще, она начинает вот такие вот у нее скачки. Поэтому я лично делаю выводы, что она реагирует на какую-то аномалию. Да. Это мое предположение. Да, да, и это интересно. У нас просто был один эксперимент, мы это делали чисто для себя. Да. Тоже так же сходили на кладбище, на другое абсолютно кладбище, чтобы просто быть на самом деле объективными. Поставили камеру в тех же условиях, как мы обычно ставим, то есть как мы обычно оставляем. И результат был тот же самый. То есть звук был нормальный, а видеоряд был также ускорен. Но вспомни, мы с тобой еще на одном кладбище также тестировали эту камеру. Также где-то она у нас полчаса стояла на другом кладбище. Но там и у него нет никакой истории. Это обычное кладбище, там поселковое. Камера абсолютно нормально работала, никаких сбоев. Ничего, да. Странно, да? Хочется вот... Поэтому мы уже приходим к такому действительно предположению, да, что она именно реагирует на какие-то вот такие локации с сильной какой-то энергетикой, что именно на нее, вот на ход ее работы, ну вот что-то влияет.
Какое-то воздействие, Да. да, вот это интересно. И, ребят, как бы еще вопрос состоит в том, что хорошо, если бы она работала некорректно как-то, выдавалась бы ошибка, и она бы Ну, была бы конечно. постоянной, везде, в любых условиях. Но нет, нет, не было такого ни разу. То есть мы поэтому и тестировали. Вы этого за кадрами не видите. Да. Ну, мы же не можем пойти с каким-то сломанным оборудованием и ставить его. Мы прежде Ну, конечно. обязательно это проверяем все. Всегда. Но в любом случае мы еще продолжим свои эксперименты, свои Да. тестирования и будем сравнивать, как работает эта камера и вот, собственно, новая. Да. И Можно, вы будете тому свидетелями. да, можно, кстати, будет, я думаю, попробовать. Было такое в комментариях, нам предложили, вот ставьте камеру и на нее направляйте другую камеру. Это, конечно, замечательная идея, ребят, но вы все равно начнете говорить, что надо еще одну А за камеру, другую чтобы... камеру еще одну ставьте. Ну мы же не потому что можем ставить хоровод камер, ну поймите, Ну, это же неправильно. круг камер. Да, кругом поставим, но это Чтобы очень все много. камеры друг друга снимали. Нет, ну серьезно. Да, можно попробовать такой эксперимент. Мы попробуем чисто для эксперимента, Без проблем, ради конечно. эксперимента. Ради Конечно, вас мы мы попробуем всякое, да. Тоже интересно, кстати, как одна заснимет и как другая заснимет ее. Которая будет стоять за ней. Да. Хорошо, сделаем. Итак, друзья, давайте теперь перейдем к следующему сюжету. И прежде чем он начнется, мы хотим огромное спасибо сказать нашей подписчице Мэри Ок. Спасибо тебе огромное. Маш, ну просто правда, ты уже не первый раз нам шлешь, не под первым, так сказать, видео ты нам шлешь вот эти тайм-коды, и они настолько, их много, и они настолько развернуто тобой написаны, что нам даже разбирать ничего не нужно. Поэтому благодаря нашей любимой подписчице Марии, давайте вот сейчас все вот это прослушаем, что она нам прислала. Я немножко просто обработаю, чтобы вам было слышно, но обязательно наденьте наушники. Погнали! Погнали.
услышали, ну, настолько интересный разбор. Мы это все прослушали. Мария, спасибо тебе огромное. Ты такая молодец. Вообще, ты столько времени на это потратила. Спасибо тебе огромное, вот серьезно. Огромная тебе благодарность. Да, спасибо огромное. Очень интересный разбор, на самом деле, получился. Да, Ребята, логичный достаточно, да. логичный. И вот эти вот фразы, они, ну, по хронологии и вообще по содержанию именно логичные получились. Что бы это значило, да, и кто реально, кто мог как бы произнести вот эти фразы, тоже интересно. Какие могут быть у вас предположения, к примеру? Ну, у нас вот родились такие, что, возможно, это либо со времен, ну давай Войны, просто, ты имеешь либо в виду? да, со времен. Да. Но опять-таки вот у нас здесь все законспектировано, поэтому вот даже читая сейчас эти фразы, да, которые вы сейчас услышали, вот, например, постучи, постучи по ней. А ведь мы сколько раз слышали, да, на камере были какие-то стуки. Действительно, да, так тоже опять определенное совпадение. Поднимайся, поднимайся, дрянь. Но здесь вот смотрите, я сейчас зачитаю просто несколько, да. Звук волочения тяжелого мешка по полу. Ну, опять-таки, не знаю мешка, не знаю, что там еще могло быть. Да мы не знаем, в принципе, какие там события в этом доме Конечно. могли происходить в принципе. Вот смотрите, гореть тебе в аду. Дальше женский кашель. Дальше он не дышит. Неприятный басовитый мужской голос. То есть это сказал. Дальше опять разные голоса. Не останавливайся. Да подожди. То есть вот это вот, да. Далее помоги ему, помоги мне, там вот что-то такое. Дальше какой-то там разговор двоих. Посвети раздраженно. Где? Они слева от тебя. Звери. Далее там нецензурная брань. Проклятие. Вот что это может быть и вообще... К чему это отнести можно, да? К каким Да. событиям? Ну вот как ты думаешь? Да, предположений, в принципе, два. Либо это с военных событий, то есть что там происходило, мы не Ну, знаем тоже доподлинно, похоже, да. мы этого и не узнаем в принципе. Этот дом может хранить еще такие Ну, тайны. конечно. Либо это из современного чего-то, то есть, возможно, там какие-то бомжи проживали. Ну там проживали бомжи. Ну, Да. тем более, что они там творили и что происходило в реальности, мы тоже этого знать не можем. Может быть, это отголоски оттуда. Кстати, такой момент, что все-таки там что-то, видимо, горело. Мы же Да, с вами заметили, что вот эти вот обгоревшие копотью покрытые стены, возможно, там что-то такое трагическое произошло, что и оставило, собственно, вот такой отпечаток. Да, энергетический след. Скорее всего, что-то там было. Ну, на пустом месте как бы не бывает каких-то таких вот ярких проявлений. А как мы видим, они действительно есть, друзья. Ну а к чему еще это отнести? Вот я вот Ну да. до сих пор задаюсь вопросом, настолько насыщенная получилась там съемка. Нигде такого не было. Вот прям Ну да. жестко, максимально жестко. Там не было ни минуты, чтобы камера себя вела тихо. Она либо постоянно туда-сюда двигалась, либо что-то ловила, либо были какие-то голоса, стуки, шаги, шорохи, я не знаю, там. Интересная камера. Да. Мне она И нравится. интересная камера, и интересная съемка, и интересная локация, за что огромное спасибо, опять-таки, нашей Олесе, которая нам показала эту локацию, проводила нас туда. Спасибо большое. Да. Что мы, собственно, смогли заснять, а вы, дорогие наши друзья, увидеть. Ребят, наверное, давайте все подытожим и попробуем понять. Хотя что тут понимать? Мы вот, например, до сих пор так и не можем ничего понять, потому что насыщенно получилась съемка. И вообще, что я могу сказать по своим ощущениям? Город этот, как вы, если вы смотрели все выпуски оттуда, с города Пушкина, в частности, Да. настолько энергетически пронизаны вот этой вот болью, страданиями, которые, Ну, как же. через которые прошел вот этот город, я не знаю, просто Люди, люди, да, все люди, эти эмоции. И ведь до сих пор по-прежнему
очень много людей лежит, так сказать, в земле этого города. К сожалению, да. Да, город практически стоит на костях. Вы- Это печально, Вы просто, но да, это на факт. минутку представьте, это серьезно, это настолько такая сильная энергетика, Да. что это Но все просто Она не пронизано. может не оставить каких-то отголосков и следов, да, вот именно в энергетическом проявлении. Мы пришли к такому Просто выводу, да. Есть люди, которые не обращают на это внимания, там, занимаются своими повседневными такими делами, работа, прочее. Некогда на это внимание обращать. Ну, а мы в силу своего вот этого хобби, да, ходим, скажем так, обращаем на это внимание, поэтому, наверное, мы что-то можем наблюдать с вами. И когда ты обращаешь на это внимание и пытаешься что-то Сопоставить. ты обязательно это увидишь и услышишь. Я так думаю. Ну, конечно, не везде, а именно вот в таких местах, где именно концентрация вот этой вот негативной энергетики. Ну, а где она еще может быть, как не в таких местах, где проходили страшные, просто страшнейшие боевые действия. Точнее, даже не боевые действия, как вот в городе Пушкин, да, а там же была оккупация, там убивали людей, издевались над ними. То Был есть, геноцид, да. да, там просто умирали с голода люди, их там и вешали, и расстреливали. То есть, как бы сами понимаете, и кто не смотрел, обязательно посмотрите. Это наша история, мы должны ее уважать, ценить и, конечно же, быть благодарным тем людям, которые нашим предкам, да, дедушкам, прадедушкам, бабушкам, также, да, прабабушкам, нашим, Да, которые, достойно собственно, выдержали вот это. И ради которых мы вот с вами живем сейчас. да, Вечная им память и вечная память, да. спасибо им огромное за это. Спасибо, да. Ну что, друзья, мы, собственно, наверное, подходим к логическому завершению, но уж насколько оно логическое, судить вам. Я не знаю, вот с этого выпуска вообще, Да. по-моему, никакой логики. Ну вот, честно, для меня нет никакого логического объяснения. Ну, насколько бы я ни была скептиком, все рассыпалось у меня. Ну, я не скептик, скажем так, я реалист, но тем не менее много было проявлений, которые невозможно объяснить Абсолютно. логикой. Да. И еще, друзья, маленькая ремарочка перед тем, как мы закончим, да, этот выпуск. Мы хотим сказать по поводу Нашей камеры нашей камеры, да, которую мы, Которую собственно, приобрели. приобрели, да. Она еще не пришла к нам, мы еще ее не Но получили. мы ее уже купили, да, мы она её вот купили, буквально да. со дня на день должна прийти. Мы хотим немножко вот вам рассказать, почему мы ее купили и, в общем-то, почему именно выбор у нас пал на нее конкретно, да. Естественно, наверное, самое первое – это камера ночного видения. Это да, это очень интересно. Ну, помните, был такой выпуск. Мы говорили о том, что многие просили, что давайте, пожалуйста, приобретите Spirit Box. Мы к этому прибору, кстати, еще раз напоминаем, скептически относились и относимся до сих пор. Вообще ничего не поменялось. Это просто выколачивание денег, друзья. Это полная, простите, что я так скажу в эфире, это полная лажа. Я вас умоляю, не верьте этому. Это правда, но это развод. Нет, дело, конечно, ваше, во что верить, там, во Ну. что не верить. Мы и не говорим, там, верьте нашему видео. И мы говорим, что давайте включать критическое мышление. Первое. Вот первое, пожалуйста. Второе. Я просто хотела сказать, если бы мы хотели собрать побольше подписчиков, там, я не знаю, хайпануть на чем-то, мы бы в первую очередь приобрели вот эту достаточно сейчас пользуется успехом у многих блогеров, вот это вот, как она называется, Spirit Box. Spirit Box, Да, да, я сказала вот это вот. уже. Ну что такое Spirit Box? Это, если перевести, это как бы Spirit, это общение с духом, да? Спирит это дух, да. Дух. Бокс это Ну, коробочка. Бокс это коробочка, то есть, вот общение Коробочка с духами. Коробочка с духами. Коробочка с духами. Но, друзья, игрушка. Да, Обычная игрушка. которая работает
только когда берет интернет. Но простите меня, а почему духи не общаются без интернета? Уже все? Нет, тут даже не интернет, тут Ну, даже где радиосвязь. радиосвязь, интернет. Ну, то есть, где идет какой-то, да, вот сигнал. А если он пропадает, то пропадает и общение с духом как? Объясните мне. Ну, Куда деваются духи? Ну, в общем, это мы не разоблачаем, мы не разоблачители, мы просто говорим вот как есть, так и есть. своё Если бы мы мнение. хотели хайпануть, мы бы ее уже давно купили, и таких бы вам духов здесь преподнесли. Красота была бы. Но мы этого не делаем. Короче, это все лирика. Ну просто Да. мы те средства, которые вы нам скидывали, были люди, которые там изъявили желание на этот спиритбокс, они, естественно, скинули. Ну, мы где-то собрали тысяч, наверное, 3, может, 4, да. Да. Тысячи. Ну, извините, стоит ребят, оно- но мы на свое усмотрение решили эти средства вложить Нет, ну именно... опять-таки, подожди, нужно сказать, что стоит эта коробочка с духом Ну, порядка, порядка 10 10 тысяч. Да. Соответственно, на нее мы не набрали, а свои деньги туда вкладывать лично я не хочу. Потому Ну, что я тут знаю, тоже что это нет. ерунда полная. Простите, кто в это верит, верьте. Я просто за себя сейчас говорю. Поэтому, Поэтому мы решили добавить свои средства да. и купить как раз-таки вот эту новую камеру Да. ночного видения. Вот эту новую камеру, вот, посмотрите, я ее вот здесь сейчас публикую. Да, она стоит достаточно, ну, она дороже, чем Spirit Box, но она намного полезнее, потому как это, Но мы обязательно ее прежде Видео. протестируем. да, видео, точнее, ночное видеонаблюдение здесь гораздо будет качественнее, чем вот у этой ночной камеры. Ну и второе, это да, это вот сравнить ту и эту, и как бы это будет интересно, и опять-таки Интересен, да, эксперимент результат. очередной. Да? И если она будет лучше, конечно, мы будем пользоваться ее. Но она, во-первых, она мобильней. Туда не нужно ничего подключать, никаких там проводов, опять-таки телефонов. А то, когда мы ставим ту камеру, мы остаемся без связи, мы уходим, и у нас нет ни у Тани, ни у меня телефона. То есть все остается там, на локации. Это тоже неудобно и опасно. А здесь она маленькая, она, то есть, ну, она небольшая, ее можно даже привязать к какому-нибудь дереву, да, опять-таки, и как-то ее спрятать, чтобы просто вот она, кстати говоря, по-моему, даже долго снимает, она там часов 8 может просто без перерыва снимать. Ну, Нам это удобно. Да, смысла, конечно, нет столько снимать. Можно, но смысл, это же, ребята, Да. это же столько разбирать, это же можно... Ну, посмотрим. То есть, может быть, будет такая локация, где срочно нужно что-то. ну да. И как бы вот возможность у нас такая теперь появляется. Да. То Да. есть наши границы расширяются. Это, Поэтому соответственно, наши съемки будут еще более насыщеннее, Конечно, интереснее, конечно. поэтому подпишитесь, ребят. обязательно. Так что, дорогие наши, любимые наши друзья, вы можете быть спокойны, так как ваши деньги потрачены на очень хорошую вещь. Спасибо вам огромное за то, что вы Спасибо. нам помогаете, за то, что поддерживаете и помогаете также развивать наш канал. Да, мы вам очень сильно благодарны от души, от всего сердца. Дай Бог вам всем здоровья и вашим близким, конечно же, тоже. Да. А на этом наш выпуск мы завершаем. Желаем вам всем хорошего дня. Да, друзья, мы вас очень любим, очень вас ценим. Подписывайтесь на наш канал, мы обещаем, что дальше будет только все интереснее и интереснее. У нас- Насыщеннее. Да, у нас очень много еще задумок, проектов и прочее. И также в скором времени мы планируем сделать стрим, на котором, собственно, мы будем отвечать на ваши вопросы и, ну, я думаю, что разовьем некоторые темы, которые... Обязательно, Да, да. наверное, стоит развить, по которым есть кое-какие также вопросы, как у нас, так и у вас.
Поэтому, ребятки, Вот. готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Да. Мы о стриме обязательно оповестим заранее, Конечно. не переживайте. Не знаем точно когда, но 100% до Нового года он будет. Будет обязательно. Ну что, дорогие наши, на этом, наверное, мы заканчиваем, откланиваемся и желаем вам всего самого-самого доброго. Оставайтесь с нами, друзья. Мы вас очень-очень любим. Ценим. Да, и ну что, Крепко обнимаем Да, каждого. каждого жмем ручку. И вы у нас самые лучшие. Пока-пока. Пока. До новых встреч.